бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Отец твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Сегодня переночевал вот в этом прекрасном месте, рядом с речкой. Палаточку поставил, выспался, отдохнул. Рядом была гостиница. Цена номера, если не соврать, 80 или 90 лари. На русские деньги это в районе 3 рублей. Вот так что я поставил палаточку и сейчас еду в сторону Тбилиси. А дальше, надо будет посмотреть мне по-хорошему где-нибудь остановиться, чтобы можно было зарядить свои аккумуляторы. Потому что автономно мне пока хватает на пару дней. Это если записывать видео. Если не записывать, то можно вообще без установок. И после этого я, наверное, поеду в сторону либо Армении, а может быть в Турцию поеду. Не знаю. В общем, я еду прямо. Сегодня наконец-то оптимизировал окончательно все свое снаряжение. И теперь сборы у меня занимают, если я ставлю белак, где-то минут 15-20. Но я все равно считаю, что вот эти вот прекрасные сумки Моска для дальнего путешествия, даже с таким минимализмом, как у меня, не очень подходят. Но сравнивать мне не с чем. Точнее, у меня только одна сумка Криега. Но если сравнить вот с этой верхней сумкой, конечно, разница очевидна. Разговаривал с местными. Все говорят, что при Советском Союзе жилось лучше. Это и видно. В этой деревне еще как-то все свеженькое, более-менее. Но вот деревни, которые были до, и самое главное, дороги, качество дорог, на любителя. А так, Грузия, конечно, красивая, что тут говорить. Все эти серпантины, все эти прекрасные горы, реки, церкви древние. Очень красиво. Что-то там сигналишь. Какая тут крепость красивая. Остановился по дороге посмотреть вот эту прекрасную церковь с таким шикарным видом на горы и реку. Сейчас хочу подняться и посмотреть, что там внутри. Видимо, здесь раньше было какое-то древнее поселение. Но церковь, конечно, кресты эти. Очень интересно так все это выглядит. Средневековая крепость Ананури была построена в начале XVI века и располагалась на древней дороге, которая вела из Дарьяльского ущелья через ворота Иберии. Эти ворота, как и албанские ворота,
ошибочно называют Каспийскими, хотя последние находятся в древних землях ариев и граничат с Великой Горганской стеной. Древняя дорога сегодня затоплена, и на ее месте находится водохранилище. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, одна из 3 церквей, расположенных на территории крепости, была построена в конце XVII века местными феодалами, арагвийскими эриставами по заказу Мдиванбега Бардзима. Церковь посвящена воспоминанию кончины Девы Марии и служила родовой усыпальницей господствующего клана Арагви. При строительстве зодчие следовали старым канонам и ориентировались на архитектурные формы и пропорции Золотого века. Фасады были богато украшены каменной резьбой, крестами, геометрическими орнаментами, а также редкими изображениями животных и человеческих фигур. В XVIII веке во время штурма крепости многие лики святых были уничтожены. До наших дней сохранились лишь фрагменты росписей, сцена страшного суда, образ святого Георгия и изображение 13 ассирийских отцов. Сегодня от крепости сохранилась лишь верхняя часть. Интересно, что одна из башен имеет северокавказский тип с пирамидальной крышей, так называемая Вайнахская башня. Успенский собор считается одним из наиболее цельных и выразительных памятников средневековой архитектуры. В XIX веке крепость посетил русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ну, а я направляюсь дальше в Тбилиси. И мне бы, конечно, хотелось где-то поменять хотя бы там пару тысяч рублей. Так как мое путешествие по Грузии, расход на сегодняшний день составляют 40 лари или 50, может, ну не больше. О, какая впереди красота! И собака, по взгляду, умная. Вот так выглядят неадекваты на дорогах. Вот видите? Его спешка, она ни к чему не привела. Но из-за своей вот этой гордыни он подверг опасности другого человека. А гордыня — это самое страшное, что есть в этом мире. Но он этого не понимает. «Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Подъезжая к Тбилиси, прям намного теплее стало. Я даже вот куртку свою снял. Мне до Тбилиси осталось совсем ничего, поэтому я решил уйти направо, там какое-то море. Хочу посмотреть, и там еще есть какая-то крепость. А завтра, наверное, в Тбилиси, а может даже сегодня еще успею, не знаю. Здесь сейчас главная дорога, и уходит дорога направо. Я по ней поеду. Я что подумал? А не съездить ли мне в Сухуми? Надо только посмотреть, далеко до него. Короче говоря, я поехал в Батуми, Сухуми. Почему? Да, не знаю. Вот что-то повернул направо. В Тбилиси потом съездил.
Я могу здесь находиться 15 дней. Сегодня у нас какой? Первый день, второй день. Короче, у меня еще 10 дней в запасе, поэтому можно съездить, посмотреть. По поводу крестов у меня есть предположение, что данные кресты просто обозначают, какая религия на этой земле. И это касается России тоже. В Грузии очень много крестов. Подъезжаем к городу, обязательно стоит крест. Очень красиво. 3 самолета летят. Горы и такие следы. Интересно как аж. 4 тоннеля подряд. Ну да, грузины, конечно, такие люди совсем тяжелые на правила дорожного движения. Это прям история не про них. Не знаю, вот ну, едет вот это вот, что это такое? 2 сплошных, и вот он это. Вот и этот что-то моргает, там едет на спуске. У тебя ограничение скорости 60 километров. Ну, едет, моргает. 50. Вот такая вот дубина родилась на свет и едет там что-то, моргает. Че моргать? Куда спешишь? А потом удивляются. Когда последний учитель приходит в виде смерти. Вот тогда и, конечно. На спуске ты спускаешься, у тебя перегреваются колодки, тормоза. Они прям перегреваются, потому что ты постоянно подтормаживаешь. Вот я еду, я прям чувствую запах вот этих горелых колодок. Они все ездят на автоматах, соответственно, двигателем они не тормозят. Они тормозят, ручника у них нету, ничего у них нету. Ай, люди. На ум приходит только одна песня. Ну, а я никуда не спешу, поэтому я могу ехать в свое удовольствие и наслаждаться, созерцать. Криан Петровна меня везет потихонечку, помаленечку, двигаемся. Ночные виды очень интересные. Вот сейчас заезжаю в город, наверное, или это заправка. Я пока до конца не понимаю, как у них тут все это построено. Да, это, по-моему, заправка. У них заправка одна на 100 километров, и она выглядит как такой какой-то комплекс. Ну да, сейчас заеду, посмотрю. У меня как раз интернета нету. Что ты мне сигналишь? Что? Какой-то прям... Какие-то, ну да, они в Грузии здесь немножко это... Немножко не understand. Так, сколько у нас тут есть пока топлива? Топливо есть. Тара-та-таран. Пусть Криан Петровна немножечко тоже постоит, отдохнет. Ну что ж, ладно. Сейчас кофейку выпью и дальше поеду. Цены, кстати, здесь я сейчас покажу. Пройдемся. Цены здесь, ну, очень высокие. По отношению к рублю, допустим, чипсы 9 лари стоят. Ну, давайте округлим до 10. И 1 лари давайте округлим по 30. Пачка чипсов 300 рублей стоит. Что тут еще? Алкоголь я не пью, поэтому я не знаю, сколько он стоит в России. Хлеб
пожалуйста, вот 7. Это тостовый, местный по 2 лари. Ну и так далее. Чай вот. И при том, обратите внимание, смотрите, русский чай, пожалуйста. 4 лари. Да. Ну, 4 рубля. Очень много русской продукции. И притом она прям на русском языке. Никто здесь особо не заморачивается. Но цены дороже, получается, чем в России. Прям намного. Раза в 2, получается. Вот, пожалуйста, смотрите, вот доширак. Вот по дошираку надо смотреть. Доширак 4 местных рубля. Все. Чего сделать? Чего? Да мне и так хорошо. Зачем мне ее снимать-то? Так, ладно, клиент Петрова вот стоит, а я вон пойду, вон присяду и устрою маленький перекурчик. Из сил, из всех сухожилий. Но сегодня опять, как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки. Охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков. Идет охота. Время уже 11 часов. И я даже что-то как-то не могу сориентироваться. Ебануться, девки пляшут. Что тут происходит? Что, блядь, происходит, а? Сука, ебаные дебилы, а? Так, это что тут, порт какой-то у них здесь? Ну, это прям реально на Шри-Ланку похоже. Там тоже вот эти порты кругом, там железные дороги вдоль моря. Кто, блядь, кого пропускает, вообще непонятно.